Так, доброго раннего утра. Итак, друзья мои, как я вам и обещала, я вам сегодня подарю ритуал денежный подклад. Хотя он не только для денег, вообще для удачи и успеха в жизни, но все же так назовем, так как бы сразу понятно, о чем речь. Для того, чтобы иметь представление, что такое подклад, для чего он делается и так далее, откройте мой ролик, мою лекцию. Там называется «Подклад», виды подкладов и так далее. И я там сказала, что на самом деле, вопреки убеждению, что подклады это только для плохого дела, бывают подклады и для хорошего дела. И испокон веков в разных культурах родители делали подклады без ведома своих детей в их новых домах. Вот когда они только женились или переезжали в свой дом, то мать, как правило, мать или бабушка делали подклад, приносили и тайком сували или под камень, или под порог, или над порогом. И вот этот подклад, пока он там находился, он тянул удачу. Есть такое выражение «мешочек счастья». Это тоже я вам подарю. Кстати, вот давайте отмечу у себя, чтобы это тоже как-нибудь в ближайшее время вам подарить. Я просто отмечаю, чтобы помнить. Значит, первое, второе. Существуют разные виды таких подкладов. Разные ингредиенты, разные атрибуты. Это все идет, вот то, что я вам сегодня подарю, это из армянской традиции. Потому что это более мне близко, или то есть я знаю примерно, что там делается. И на основе этих знаний я вам дарю этот ритуал. Значит, послушайте меня. Это имеет право делать мать, бабушка, более никто. То есть женщины рода, взрослые, старшие женщины. Неважно, мать с какой стороны. Мать сына, мать дочери. Или бабушка сына и дочери. Следующий момент. Вы можете для своей семьи такое делать. Это уже может делать и мужчина, и женщина, и взрослый, и младший в семье и так далее. Но есть одно условие. Кроме вас про этот подклад никто знать не должен. Если они нашли этот подклад или случайно увидели, он теряет свою силу. Вам придется переделывать, потому что больше он работать не будет. Кроме одного человека в семье никто про это знать не должен. Даже видеть не должен, как вы это делаете. Если вы начитываете на себя, для своей семьи, вы, естественно, говорите «мы». Если вы начитываете для семьи вашего ребенка, естественно, говорите «ваше». Как это делается? Ночью делаете этот подклад, начитываете, берете этот мешочек, прячете. Следующий день, в течение 3 дней вы должны пойти к ним домой под предлогом и каким-то образом туда это все засунуть. Если это частный дом, вы можете за домом где-нибудь его закрыть, но так, чтобы мешочек не попал в такое влажное место, чтобы не было там дождя, грязи, чтобы мыши там не загрызли и так далее. Он должен в целостности и сохранности быть. Его нельзя ни в какой целлофановый пакет обернуть ни во что. Он должен быть свободный, чтобы работать. Это привязывает э, духов, которых вы призываете в жизнь ваших детей. То есть это призыв духов удачи и привязать их к этому мешку, чтобы они вот с этим мешком пришли в дом ваших детей и всю жизнь тянули в их жизнь богатство и достойную жизнь. Я хочу вам сказать, что люди, которые это делали, этому ритуалу больше, наверное,
15 лет. Люди, которые это делали, до сих пор удивляются все соседи, родственники, друзья, враги тому, как у этих людей, этих молодых, все ладное пошло и пошло. Во-первых, они получили хорошую работу. Потом на этой работе за короткое время, 2-3 года, получили должность начальников. Один из них работает вот этой газконторы, значит, директор. Она в спортивной школе стала директором. Причем молодые годы, еще 30 лет не было их, они вот эти должности получили. Построили огромный дом, ведут свой бизнес, магазин открыли, потом она еще что-то там открывала. В общем, квартиру купили в Волгограде, помимо своего дома. И живут просто на зависть врагам до сих пор вместе, уже сколько лет прошло. Дети есть, 2 детей, очень нормально живут. Так вот, вот это подклад, как раз, который сделала их мать тайком. Причем она сказала, я дверь закрыла, муж, говорит, вламывается, что ты там делаешь, я его ругаю, выгоняю. И вот она до утра как-нибудь это сделала, отнесла и положила под кирпич. И до сих пор у них все прекрасно и хорошо. Хотя они считают, что это их заслуга. Но это не страшно. Пускай считают, как хотят. Главное, чтобы вы знали, что у ваших детей все хорошо. Дорогие друзья, такой подклад делается только для женатых детей. То есть пока они одни, этого делать не стоит. Лучше сделайте для своей семьи тогда, в своем доме. Это делается для семьи, для женатых детей. Красный мешок. 3 монеты. Разные, можно одинаковые, не имеет никакого значения. Обычно 2 или пятак лучше взять. Ну, можно и десятки, в принципе. Здесь главное, чтобы были просто монеты. Значит, 3 монеты берете. Серебряное кольцо. Не обязательно, чтобы дорогое. Главное, чтобы было серебряное. Значит, серебряное кольцо. Точно так же золотое кольцо. Можете такое маленькое колечко купить для этого случая. Это обязательно должно быть серебро, золото, деньги, мак. Здесь немножко перемешано, это для начинки. У меня тот мак обычно закончился, но это не имеет значения. Я просто вам показываю мак. И берете, пишете деньга, золото, серебро, имена мужа и жены, только мужа и жены, чей дом. И внизу Адунадус, один из имен Бога в древние времена. Это имя шумерское, оттуда взято. Вот так вот пишете, берете таким образом, значит, и в этот мешочек. Сейчас мы не будем там сувать это все. Мешок кладете. Потом мак, да. Мак сыпите туда. Если высыпется что-нибудь, это не страшно. После деньги туда кидаете, в этот мешок. Сверху серебро и золото. Потом берете этот мешок, открываете. И над этим мешком читайте 6 раз под, значит, освещение черной свечи. Свеча черного воска. 6 раз прочитали, закрыли этот мешок и спрятали. Если для своей семьи прячьте в таком месте, чтобы не нашли этот подклад, можете даже спрятать там под матрас, где угодно. В своем доме, в своей семье вы можете делать где угодно. Никому не говорите, ни с кем не делитесь, даже намека не говорите о том, почему в вашей семье резко стали повышаться финансы и так далее. Если с этим мешком что-нибудь случится, в истерику падать не стоит. Вы уже знаете, рецепт у вас есть, заговор у вас есть. Берете и делаете по новой. Если мешок нашли, этот мешок просто сжигайте. Вот со всем содержимым вытаскивайте только деньги, золото, серебро. Все остальное сжигайте вместе с мешком. И это золото и серебро точно так же можете делать. Да, если вы одиноки, пишите ваше имя. Вот кто в семье муж и жена,
их имена пишем. Или пишем только имя того человека, который здесь главенствует. Если вы официально не замужем и дом ваш, или вы разведены, неважно, вы живете в доме, нет вашего мужа в доме, да? Или мужчина для себя делает, нет у него жены, или он неофициально женат, он хозяин дома, он на себя пишет и делает. Либо для своих женатых детей. Дети, которые студенты и прочее, прочее, делать не нужно. Это привлекает в семью, в дом. Я надеюсь, поняли. Значит, еще раз говорю, мешок, 3 монеты, золото, серебро, маг. И вот надпись написанная, которая здесь есть. Деньга, золото, серебро, имя хозяина дома, кто делает. Вы муж и жена, ваши имена. Вы одна, ваше имя. Мужчина делает один, живет, свое имя. Или свое имя, имя жены. Внизу Адонадус, имя Бога в шумерской культуре, ну, то есть один из самых древних вариантов имени Верховного Божества. Не того, кто христианский Бог. Вот это вот, значит, так вот завернули. Туда маг, потом деньги, серебро, золото. Неважно, в какой очередности, это не столь играет роль. И черная восковая свеча. Черная свеча. Такой свечи не берите. Сработает, но не так. Делайте, как сказано, если вы хотите хороший результат. Нужно ли обновлять? Если вы почувствуете, что как бы уменьшается вот это вот, иногда на всю жизнь он идет и идет. Вы знаете, вы не надейтесь, что вы это сделали, и все вот в вашей жизни сейчас посыпется. Но смотря насколько ваша энергия сильна. Если вы к чему-то стремитесь, и у вас сильная энергия, вы еще и дополняете это и так далее, то, конечно, на всю жизнь вам хватит. Вы будете жить в достатке. По крайней мере, нуждаться не будете. Если есть люди, у которых больше стремлений или более сильная связь с деньгами, они, конечно, разбогатеют. Смотря как. Но делая такой подклад своим детям, вы можете быть спокойны. У них разорения не будет. У них разорения не будет. У них будет приумножаться. Если они умные дети и будут работать, у них больше будет. Если они глупые дети и будут пить, гулять, по крайней мере, с голоду не помрут. Я надеюсь, поняли. Оно все равно будет поддерживать их на плаву. Это будет. А насколько он даст, это зависит от человека, от его усердия, от его работы, от его стремления. Понимаете меня? Но то, что он поддержит и даст самое необходимое хотя бы самым ленивым людям, это да. Читать нужно 6 раз. Никакого откупа никуда носить не надо. Откупом будет вот эта вот энергия от удачи, вот эти внезапные вот такие вот порывы энергии, которые идут от человека, у которого постоянно удачливые полоса или удачливые моменты. Желательно это не делать в субботу и воскресенье. Нет, никаких гражданских браков не существует. Гражданского брака вообще не существует. Люди либо муж и жена законно, либо любовники. И если вы одна живете, неважно, если у вас мужчина есть, вы одна. Пока он на вас официально не женился, вы одна. Вы хозяйка дома. Все, делайте на себя. Начали. Маг в мешке, сверху деньга, золото да серебро. Маг не сосчитать, так и денег в этом доме, чтобы не сосчитать. 4 угла сия хоромина. Благословлена будь. Дом полная чаша, да будет сытым житие наше или ваше, если вы делаете для них ваше. Житие ваше. Пол, стены, потолок. Денег вам полный мешок. Враги ваши в дураках, а вы при деньгах. Маг не сосчитать, и денег ваших да не сосчитать. Пока в мешке деньга, сила денег в доме вашем поселится.
Серебро врагов изгонит. Золото защитит ваш достаток. Жизнь в совете да в любви. Вселенная вас сбереги. Приумножь ваше добро. Благослови вас, боги. Добро, меха, шелка, злато, серебро. Пусть судьба столько вам подарит, чтобы некуда было класть. Сундуки ваши полны обновы, столы всегда богаты едой, всюду удача, всюду веселье. Да поселится счастье в вашем доме. Именем богов и сил мироздания благословляю вас на богатство, на счастливую долю. Как золото, серебро и монеты в мешке, так мешок при вас, враги в дураках, а вы при деньгах. В царских закромах. Мешочек лежи в темноте, в тайне и тени в их дом, что я просила. Этой хате волей богов счастливая доля. И подклад я подарила, а вселенная вас с этого часу счастьем и удачей одарила. Да навеки благословила. Истинно так, заклинаю. Там, где вы делаете для своих детей, ваше. Там, где вы делаете для себя, наше. Я надеюсь, поняли. Если сильно спешите, останавливайте и переписывайте. Если нет, подождите. Немного Яна отдохнет. Я сама попросила сейчас ничего не делать. Пускай она немножко придет в себя. У нее и так было очень много, скажем так, работ. Если переезжаете, если вы не живете в собственном доме, ничего страшного в этом нет. Оно будет тянуть в ваш дом. Забирайте этот подклад, просто еще раз, 6 раз начитывайте на уже готовый подклад. И точно так же уже в новом доме спрячьте. И никогда не верьте людям, которые говорят, что если вы живете там, вы снимаете квартиру и так далее, значит, у вас в жизни не будет неудачи, ничего, и ничего не сработает, и домовой там не с вами. Дорогие друзья, есть миллиардеры, которым удобно жить, знаете, снимать квартиру. Вот им так удобнее. Они в одном городе снимут, там поживут, потому что, когда ты снимаешь, ты не несешь ответственности. У них есть недвижимость, у них все нормально, но они снимают, им так удобнее. И почему же у них есть достаток? Это не от этого зависит. Можно иметь свой дом и ни хрена не иметь, и быть никем. А можно полжизни снимать. Многие известные люди снимали полжизни, знаете, отсюда туда переезжали со своей техникой, а теперь они богатейшие люди, известные там на весь мир, артисты и певцы и так далее. Изначально все снимают и до 40 лет, и до 50 лет. Они стремятся и поднимаются. Не надо слушать вот эту всю бредятину. Это зависит от вашей энергии. У вас энергия нормальная, вы работящие люди, вы добываете своего, вы идете вперед, вы работаете день и ночь, не жалея себя. Значит, рано или поздно у вас будет достаток. Понимаете? А очень может быть, что некоторые люди получают от родителей дом, просрали все в долгах, там электричество отключили, свет отключили, все отключили, и они сидят, никому не нужны и гордятся тем, что у них там дом есть. Ну и что? Кто-то к этому дому стремится, а потом у него будет лучше, чем у других, а кто-то этот готовый дом уже развалил к чертовой матери и ничего не добавил там, понимаете? Не слушайте, вы делаете на удачу, вы начитываете, вы притягиваете. Придет время, будет и ваш дом. У каждого свое время. Вот и все. И домовой с вами может идти, и можно его забирать точно так же. Это не имеет значения. Это ваш достаток, ваше имущество. Куда переезжаете, туда и забирайте. Пока не переедете в основное место жительства. Вот и все. Все, удачи вам. У меня еще, по-моему, есть несколько работ. Их тоже сделаю. И пойду отдохну чуть-чуть. Всем удачи.